Его святейшество 14-й Далай-лама родился в крестьянской семье в маленькой деревне в Тибете. Его семья жила в бедности. Он родился на грязном полу конюшни. Его родители были мелкими фермерами, которые зарабатывали на жизнь выращиванием овощей. Он был одним из 16 детей, но из-за условий, в которых жила его семья, только 7 его братьев и сестер выжили и стали взрослыми. Его святейшество считается нынешним воплощением предыдущих 13 Далай-лам Тибета. До открытия его сущности он был просто мальчиком, который любил проводить время, собирая яйца в семейном курятнике вместе со своей мамой. Его нашли тибетские монахи, когда ему было всего 2 года. Монахи проверили мальчика, является ли он реинкарнацией 13-го Далай-ламы. После того, как он прошел все испытания, он вступил на престол в возрасте 4 лет, стал монахом в возрасте 6 лет и начал свое религиозное образование. Но знаете ли вы, что духовный лидер, который вдохновляет миллионы людей каждый день, был ленивым учеником? Сегодня с большим удовольствием расскажу вам об этом и на таком примере покажу, как очень просто стать счастливее, чем вы есть сейчас. В детстве Далай-лама понятия не имел, в каком положении находится. Ему не нравились те учения, которые он должен был изучать. Он считал их большим бременем. Когда я был молод, у меня не было никакого интереса к учебе. Обычно я описываю себя как очень ленивого студента. Но, становясь старше, он заинтересовался получением новых знаний. Я был очень ленивым студентом и не любил учиться. Но позже я понял важность учебы и того, как она может трансформировать общество. К сожалению, когда ему было 23 года, ему сообщили, что правительство хочет отнять его жизнь. Опасаясь за нее, он переоделся солдатом и среди ночи сбежал. Он должен был пройти сотни километров пешком по труднопроходимой местности. Это было опасное путешествие, но в конце концов он прибыл в Индию. Далай-лама стал одним из самых вдохновляющих людей в мире. Сегодня он проводит свое время, путешествуя по всему земному шару, распространяя свое послание о мире, сострадании, правах человека, терпимости и свободе. Он герой для миллионов и даже получил Нобелевскую премию мира. Он всегда старается помочь людям стать счастливее. В чем же секрет счастья Далай-ламы? Как быть по-настоящему счастливым? Считается, что дисциплинированный ум ведет к счастью, а недисциплинированный – к страданию. Мы все думаем, что когда я решу эту проблему или эту негативную вещь, которая происходит сейчас в моей жизни, я буду счастлив. Но дело в том, что проблемы никогда не заканчиваются. Всегда будет что-то, что вы хотели бы изменить. И на самом деле это не так уж плохо. Но вы не можете обусловить свое счастье, когда все идеально. Совершенства не существует, но вы можете поменять свое видение проблемы, изменив свою точку зрения. Один из способов достичь этого – медитация. И каждый может научиться медитировать. Вам не нужно идти в какой-то буддийский монастырь, чтобы учиться. Вы можете сделать это в комфорте вашего собственного дома. Есть бесчисленное множество видеомедитаций, которые вы можете попробовать. Я предлагаю сначала попробовать направленную медитацию и просто быть последовательным. Медитация – это способ быть свободным. Если вы дисциплинируете свой ум и достигаете своего рода внутреннего мира, ничто не может нарушить ваше счастье. И я убежден, что каждый может достичь такого состояния ума. Но вы должны быть готовы что-то изменить, отпустить гнев и обиду, простить себя и других, поверить, что вы действительно можете быть счастливы. Каждый день просыпаясь, думайте: сегодня мне повезло, что я жив, у меня есть драгоценная человеческая жизнь, и я не собираюсь тратить ее впустую.